планета полна чудес. И даже спустя 10 лет путешествий мы находим неизведанные, неожиданные, необычные чудеса. Ой, потрясающий вид. Но ведь вид сумасшедший. Это по-настоящему, это все реально. Путешествуйте, это того стоит. Пришло время с ними познакомиться. Это «Орел и Решка. Чудеса света», 4-й сезон. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света», и мы в жаркой Бразилии. И наше сегодняшнее чудо – болото. Болото! Да, Васька, доигралась мы на самом дне. Но это самое большое болото на планете. И тут просто тьма животных, загибай пальцы. Выдры, капибары, ягуары, анаконды. И это я только начал, там столько всего. Но самое главное – увидеть долгожданного орла. Мечтаем, Тох, мечтаем. На, орел. Решка. Угу. Готов? Да, давай. Что ты говорил, там должен увидеть богатый человек? Ягуары, кайманы, выдры. Угу. Давай сюда палку. Да, я вон уже вижу. Лохматую выдру, да. Пойдет сорить деньгами. Пантанал. Самые большие болота нашей планеты. Они разлеглись на территории сразу 3 стран. Здесь буйствует зелень, бегают дикие животные и парят уникальные птицы. Тут всем правит природа, а человек — лишь гость. Мы прилетели в аэропорт бразильского города Бониту. Отсюда удобнее всего добираться к Пантаналу. Осталось поменять доллары на бразильские реалы, и можно ехать в город. Но не тут-то было. На что я вообще надеялся? Обменника в аэропорту нет. Бонита ориентирован на внутренний туризм, соответственно, обменников тут и нет. А без местных денег автобусы и такси мне не светят. Остается автостоп. Тем более у меня есть секретное оружие. Ой, давай, пожалуйста, остановись. Двухколесный одноногого должен понять. Пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Добрый день. Мне нужно в Бониту. Можете меня подвезти? Да, садись. Спасибо большое. Сейчас, секунду. Да. До болота, пожалуйста. К самым большим болотам на планете только на самом крутом и проходимом внедорожнике. Да, не Феррари и не Ламборджини, зато надежно и с комфортом.
Болотолюбы, спешу вас расстроить. Пока никаких болот не видно, вокруг только степи и поля, все как у нас. Единственное, что тут очень и очень зелено. Это сразу бросается в глаза. Вообще, когда я слышу слово «болото», то у меня первая ассоциация – это грязь, трясина, камыши. Ну, фу! Но в Бразилии, мне кажется, все по-другому. Огромные джунгли, дикие животные, красивейшие птицы. В общем, вау! Чувствуется, что здесь большая концентрация разного зверья, потому что то и дело попадаются знаки «Осторожно, олени», а один раз у нас под колесами даже храбро пыталось погибнуть что-то маленькое. Уверен, что вся животинка впереди. Антоха, олени на дорогах – это далеко не все, что здесь можно увидеть. Ребята, если вы приехали ненадолго и у вас больше, чем $100, то мой вам совет. Сразу берите тачку и езжайте в Пантанал. Там самое интересное. Ну а если у вас денег ягуар наплакал, тогда ваш путь в Пантанал будет лежать через город Бониту. Бонита, как и я, молодой, перспективный, и как многие новые города, построен по блочному типу. Ну, что я со своей ногой буду ходить, показывать? Сейчас на дрончике взлечу, все вам покажу. Бониту – небольшой низкий городок, которому чуть больше 70 лет. Несмотря на свой юный возраст, у него есть почетный статус. Бониту называют воротами в Пантанал и центром экотуризма в Бразилии. А все потому, что именно сюда туристы приезжают, чтобы купить тур и отправиться в Пантанал. Я планирую сделать то же самое, но для начала обменяем деньги. Где можно обменять доллары? В банке, но он не работает. Спасибо. Обригado. Доллар, реал. Доллар, реал. Ага. $100 на реалы. Сегодня выходной, не обменяешь. Ну, пожалуйста. Оказалось, обменять деньги задача со звездочкой. Это можно сделать только в банке и только в будний день. Что ж, попробую обменять в турагентстве. Заодно я узнаю, сколько стоит тур в Пантанал. А у вас есть туры в Пантанал, и сколько это стоит? Туры есть, цены разные, смотря что включено. А реально найти тур меньше, чем за $100? Да, Круто. но смотри, мы наличку не принимаем, и доллары тоже. Может быть, вы знаете, где я могу сейчас обменять деньги? Я спрошу у мамы, может, она поможет. Какой классный парень. Во-первых, говорит на английском, в отличие от всех. Во-вторых, говорит, сейчас позвоню маме, может быть, она обменяет тебе $100. Семейный теневой бизнес. Правда, у такого обменника невыгодный курс. Я потерял около $10. 500 реалов? Да, держи. Спасибо большое. Thank you. Ай, да чудо, мать меняла. Удачи, я пошел. Спасибо. Теперь попробую отыскать тур по карману. И чтоб за наличные. Тур за $200. Болото нынче в тренде. Так, ну от 110 и до $200. Дороговато. На листочке заберу. Я устал ходить. Пожалуйста, заберите мои деньги. У меня всего $100. Даже меньше, всего 500 реалов на 2 дня. И мне нужен тур в Пантанал. С ночевкой. Окей? У вас есть такой? И вот, наконец-то, спустя час поисков, мне удалось найти приемлемый вариант. Фу. Ну так, вроде за 80 с лишним баксов они готовы дать мне тур. Да, беру. Хорошо. Вот. Все. Чудо света в кармане, еще и денег немного осталось. Пока Антоха выискивал тур на Пантанал, я уже к нему примчала.
Что это? Подождите, остановитесь, остановитесь! Ну, здравствуй, Пантанал! Зеленые, необъятные, заболоченные, просторы на 200 тысяч квадратных километров. Только представьте, болото размером больше, чем Англия, Греция или Португалия. По сути, Пантанал – это гигантская тектоническая впадина, которую частично заполнила вода. Так получилась уникальная экосистема. Здесь растет 3500 видов растений и обитает больше 1000 видов животных. Большинство из которых не встретить больше нигде. Надо было сосиску взять с собой, я бы покормила ее. А глаза такие черненькие. Ну, он не выглядит страшно на самом деле. Если бы передо мной лежал 2-метровый, я бы тут не сидела. Блин. Господи, как он трескает. Божечки, у меня... Так, все, валим отсюда. У меня сейчас инсульт будет. Я была жесть какая. Мой бюджетный тур в Пантанал начался с трансфера. Ну все, поздравляю. Себя я уже на территории Чудо Света. Мы сейчас едем по Пантаналу. Пантанал переводится как болото. Мало того, это самое большое болото в мире. В сезон дождей вода здесь поднимается до 5 метров. Но когда дожди заканчиваются, в Пантанале происходит страшное. Массовые пожары. Причины две. Фермеры, которые очищают поля огнем, и глобальное потепление. Все это, естественно, нарушает местную экосистему. Животные питаются растениями, растения питаются влагой. Огонь уничтожает и то, и другое. А в прошлом году Пантанал вообще горел рекордные 20 тысяч раз. И за это время огонь уничтожил 30% его территории. А это тысячи животных и растений. Чтобы восстановить уникальную экосистему Пантанала, нужны десятилетия. А я еду селиться в отель, в котором заботились о природе Пантанала еще задолго до пожаров. Отель «Кайман Ecological Refuge» находится прямо посреди заповедной территории Пантанала. Тут спокойно разгуливают дикие животные, растут уникальные растения и размещаются укромные домики, в которых может поселиться любой желающий за $560 в сутки. Обригада. Мой лодж находится на территории заповедника, и он настолько огромный, что от ресепшена до моего лоджа 9 километров. А правда, что деньги, которые я плачу за номер в отеле, помогут животным? Да, часть денег за номер в нашем отеле мы отдаем на разные проекты в поддержку животных Пантанала. Буду и жить с комфортом, и животным буду помогать. Кроме этого, номера-домики построены в эко-стиле. Вау, слушайте, ну тут, конечно, все так вот как-то по-домашнему, вот все такое теплое. Эко-стиль – это не только когда ты близок к природе, но и когда не наносишь вред окружающей среде. И в моем отеле все для этого. Все здание, вся мебель и весь декор здесь полностью из натуральных материалов. Только хлопок,
камень, дерево и кожа. Электричество только от солнечных панелей. Экономим. В моем отеле все пищевые остатки и остатки жизнедеятельности не выкидывают. Их берут, измельчают, делают из них компост и удобряют банановые плантации. Воду берут из скважины, затем ее используют, потом фильтруют и затем снова используют. Конечно же, здесь сортируют мусор. Настоящий экологический рай. Рай для экоактивиста. В мой бюджетный тур по Пантаналу входит еще и жилье. Ну чем не чудо? Я сам чуть помедленнее спущусь. Фух, так же ловко. Мать моя бразильская женщина. Слушайте, да это не просто жилье. Это целая ферма. Весь Пантанал – это заповедная зона, которая не захламлена инфраструктурой. Здесь лишь парочка дорогих отелей и несколько десятков фермерских угодий, на которых принимают и бюджетных туристов. Да это целый контактный зоопарк для городского мальчика. Разошлась молодежь. Для туристов здесь туалет, душ на улице и, собственно, место для ночевки. Чудно. Ну вот мой кокон на ночь. О, Я не упаду? Ого. Так как тур у меня самый бюджетный, то и место для сна простенькое. Обычный гамак. Немножко смущает, что я посреди джунглей, а тут нет стен. А вдруг ягуар укусит за бочок. Но так, нормально. Круто. Ну все, мой ночлег на эту ночь. Усну некрасивой, уставшей гусеницей и проснусь красивой выспавшейся бабочкой. Правда, уже неудобно. Главное развлечение туристов в Пантанале – это сафари-тур. Привет! Приветствую, я Виктор. Я ваш гид. А что мы увидим на сафари? Много чего. Редких птиц, животных. Если повезет, ягуаров. Вы сказали ягуары? Без ягуаров не возвращаемся. Шансы велики. Класс! Тогда вперед. Да, конечно. Сафари-тур в Пантанале считается одним из самых экзотичных в мире. Причина тому – дикие животные. Их тут просто немерено. И вот только мы отъехали… Какой хороший ибис. У него такие красные сапожки. Он как такой боярин. Чап-чап-чап-чап-чап. Лапуня. У него такой длинный нос. Может совать в чужие дела. Свой длинный нос. Ну, поняли, да? А вот бразильский джабиро. Ой, какой красавчик. У него такой красный галстучек. Черная головка. Эта птичка любит кушать жаб и рыбу. Это он француз получается. Слушайте, какая громадина, какая мощь. Он как истребитель. У него, я не знаю, наверное, 2-метровые крылья. Вот хищник-конюк-рыболов, близкий родич ястреба. Он прям вот так вот сдвинул свои брови и смотрит грозно на меня. Иди отсюда, девка, что ты приперлась в мои владения? Но больше всего здесь комариных самок. Это невыносимо просто. Столько комаров я в жизни не встречала. Ау! Блин, задуло больно так. Теперь я заслуженный донор Пантанала. За все тут плачу своей кровью. Ау! Зажрались у меня эти сосущие гады. Но птицы да насекомые – это мелочь по сравнению с тем, кого еще можно тут встретить.
Эти ворота ограждают территорию, за которой мы надеемся увидеть ягуара. Ягуары – хищники, которые прячутся в джунглях и передвигаются очень быстро. Поэтому встретить их – большая удача. Обалдеть, здесь есть даже специальное оборудование, чтобы обнаружить ягуара в радиусе 1 километра. То есть он где-то здесь, но мы его пока что не можем увидеть, но все реально. Как обычно ищут животных. По следам, по какашечкам. А здесь женщина с рацией и с антенной. У самочки ягуара есть специальный ошейник на шее для обнаружения. Вот они, новые технологии. Мы остановились на парочку минут, чтобы подождать. Самочка должна почувствовать себя в комфорте. Мы можем ее увидеть потом где-нибудь на веточке, где она чувствует себя защищенно. Надеюсь, что за пару минут меня не сожрут комары, потому что их здесь просто тьма тьмущая. А в мой бюджетный тур по Пантаналу входит не обычное дорожное сафари, а водное. Здравствуйте. Следуй за мной. Да, погнали. Все говорят амазонские джунгли, но на самом деле в Пантанале самая высокая концентрация дикой природы в Латинской Америке. А я обожаю всякую дичь. Помчали искать! Водное сафари в Пантанале проходит по главной водной артерии заповедника – реке Парагвай. Это ее потоки в сезон дождей превращают территорию вокруг в болото. А вон там, в кустах, вон там. Вот, например, большая голубая цапля. Самая крупная во всей Латинской Америке. Или вот чачелака, частый гость местных лесов. Желанная птичка охотников. Ну или вот. Вижу, это капибара. Капибара – самый большой грызун в мире. Длиной тела до 1,5 метров. Это просто мое тотемное животное. Мало того, что это самый большой грызун в мире, это такой хомяк на стероидах. Они безумно смешные. На своих маленьких лапках несут огромное тело, и это лицо всегда с одним выражением. Вот эта смесь хомяка и топора. Живут капибары стаями, по 20 особей. Практически все свое время проводят в воде или вылеживаются в грязи, потому что на солнце их кожа легко обгорает. Умеют нырять и задерживать дыхание под водой до 5 минут. Чтобы наесться, капибаре нужно съедать в день где-то 4 килограмма травы. Они очень смешно, если чувствуют опасность, начинают водить носом. Это, ну боится, убегает собака. Капибары клевые. Эти щелчки обозначают, что зверь рядом. Боже мой, это такое странное чувство осознавать, что вот здесь, в парочке метров от меня, находится настоящий ягуар. Ягуар – самая крупная кошка во всей Америке. В Пантанале считается настоящим правителем. А все потому, что ягуары – хищники и держат в страхе всех животных.
Для этого у них есть крупные и мощные челюсти, способность лазить по деревьям и нырять в воду. Поэтому, когда ягуар выходит на охоту, он никогда не остается голодным. Какая удача! Вот тут вот ягуар в дикой среде. Господи, у меня аж мурашки от увиденного, ты только посмотри. Мамочка ягуариха. Вообще у нее здесь где-то есть детеныш, и она на самом деле вышла на охоту. Конечно, с одной стороны, я рада, что мы ее увидели, но с другой, я понимаю, что я для нее мясо. Боже мой, я даже боюсь громко дышать. И хотя ягуары людей и падаль не едят, защищая свое потомство, они могут серьезно покалечить. Вообще, я думала, что ягуар гигантских размеров, а по сути, он размером, с овчарку среднюю. Удрала, вернулась к своему детенышу. Природа природой, а еда по расписанию. Да ладно. И да, она чудным образом тоже включена в стоимость моего тура. Я еще вернусь. Джекпот. Я с моим бюджетом еще и свежатины наемся. Пантанал никогда не спит. Здесь наоборот. Ночью происходит все самое интересное. И у меня есть возможность это все не пропустить. Отправляюсь в первый раз в жизни на ночное сафари. Я хоть и бюджетный путешественник, но в мой тур по Пантаналу тоже входит ночное наблюдение за животными. Ну что, мой друг, готов встретить ночных диких животных? Сейчас все будет. Надеюсь. Поехали! Вперед! Итак, в чем же отличие ночного сафари от дневного? Во-первых, нужно вооружиться фонариком. Наш гид сидит впереди машины и светит фонариком по сторонам, дабы найти блики, потому что у животных отражается свет в глазах. И если мы видим два блика, значит там сидит животинка. Бегом смотреть и радоваться. Во-вторых, ночью можно встретить тех животных, которых не встретишь днем. Много животных не спит ночью, да? Да, тапиры, пауки, ягуары, оцелоты, пумы. Они не спят ночью, они выходят на охоту, становятся активными. И вот первый ночной житель у меня на пути. Вау! Что это такое? Слушайте, он похож на маленького хорька. Такой масик, пушистик. Мне повезло встретить майконга, или саванновую лисицу. Это небольшой пушистый хищник, который охотится ночью на грызунов, ящериц, рыбу и ракообразных. Из-за чего его также прозвали лисой-крабоедом. Такой крохотулечка. Ой, смотрите, он не больше, чем моя кошка. Обалдеть, такой пушистик. Я его хочу потискать. Блин, такой шустренький, а? Мы только его увидели, он уже сразу убежал. Так, что там у нас? А вот и следующий ночной житель Пантанала. У него так глаза ярко светятся, обалдеть, а? Прям ту-ту-ту-ту. Эта птичка – исполинский козадой, хищник, который ночью добывает себе еду, а днем усаживается на ветку и может просидеть неподвижно аж до наступления темноты. Ой, невероятно. Ой, я даже отсюда вижу его ушки и эти крылышки.
Такой клевый. Мне тоже посчастливилось встретить ночного жителя Пантанала. О! Вау! Наконец-то мы поймали тварь, которая может нас убить. О, какой он огромный! Это пантанальский монстр. Тарантула. А он может убить? Нет, не убьет, но у него есть яд. Я вижу. Да, на спине. Да-да. Он может выплеснуть его на тебя, и будет раздражение. Воу. Это как будто бы паук, которого умножили на 10. Огромный. А что он тут делает? Да так, просто идет домой. Это, конечно, сумасшествие. Кажется, как будто бы к руке подбирается смерть. У него такие шершавые лапы. Собака, я теперь Спайдермен. Вот это настоящее погружение в чудо света. Прикоснуться к дикой природе. О, чем мы остановились? Там в речке что-то. Вдруг в темноте будто одновременно зажглась сотня ярких лампочек. Или это звезды попадали в болото. Обалдеть, это же кайманы! Ой, сколько глаз страшных! Целая огненная река из кайманов. Парагвайский кайман жакаре – это крупный трехметровый хищник. Обитает в водно-болотных угодьях. Из-за своих устрашающих зубов имеет прозвище кайман-пиранья. Именно ночью кайманы выходят на охоту. Ищут рыбу, улиток и змей. Ну, мы же все привыкли, что кайманы — это такие уродливые, неприятные рептилии. Но ночью происходит какое-то волшебство, и все вместе они превращаются в реку тысячи огней. А что, если я забегу внутрь? Они разбегутся. Реально? Да. Но если кто-то из них будет очень голодный, он прыгнет на тебя. Кайманы на протяжении многих лет были мишенью браконьеров из-за своей черной шкуры и вкусного мяса. Дошло до того, что вид признали вымирающим и занесли в Красную книгу. Сейчас этих зубастиков пытаются охранять и восстановить их численность. Говорят, в Пантанале их уже более 10 миллионов. Там не хотела очутиться. Хоть мой гид утверждает, что жакаре не опасные, их количество меня пугает. В общем, поехали в отель спать. Вась, не ори. Доброе утро. Тебя тоже комары закусали? Ты хотя бы спишь на ровной поверхности, не жалуйся. Давай вставать. В диких условиях комфорта ждать не приходится. Но даже здесь, вдали от цивилизации, я знаю, что могу рассчитывать на свою премиальную карту MasterCard. С ней всегда удобные и безопасные оплаты в любой точке мира. Обригада. А мое утро началось с дороги.
Я объездила весь Пантанал вдоль и поперек, но вокруг него есть еще несколько чудес, к которым я сейчас и направляюсь. Первое из сегодняшних моих чудес – бездна Аньюмас. Пришло время добавить капельку экстрима в мой уикенд. Та-дам! Бездна Аньюмас. Погнали! Бездна Аньюмас – это красивая пещера, которая находится под землей на глубине 72 метра. 72 метра? Это же 26 этажей! Единственный вход туда – это спуск по веревке. Если честно, у меня уже нервы не выдерживают. У меня уже я даже не залезла, у меня начинается истерика. Руки дрожат, голос тоже. Хочу плакать. Ну что, погнали? Ой, Господи. Все, я смогу, я смогу! Господи, какой кошмар! Там так глубоко! Добро пожаловать в ад! Все, ребята, пожелайте мне, пожалуйста, удачи. Мамочка, я тебя люблю. Но в первые минуты становится ясно, что ничего страшного в спуске в бездну Аньюмас нет. Знаете, это похоже, как будто я спускаюсь вниз на лифте. Вот так вот. Спокойно, спокойно. Даже не надо напрягаться физически. Я боялась, что меня настигнет клаустрофобия, но на самом деле здесь довольно-таки большое пространство, оно очень глубокое. Пещеру Аньюмас обнаружили лишь 50 лет назад. Тогда горели окрестные леса, и почва в этом месте просела и обрушилась. Дыру нашли местные фермеры. Потом ее решили изучить ученые. Спустившись под землю, они увидели не только пещеру. Тут еще внизу огромное озеро. Охренеть можно, Господи. Озеро кристальной чистой воды образовали подземные воды, и по нему можно прогуляться на лодке вместе с гидом. Этой пещере 15 миллионов лет. Сначала на ее месте была небольшая дыра в земле. Но со временем сюда начала поступать вода и размывать собой пространство. А еще создавать вот такие интересные сталактиты и сталагмиты. Вы можете себе представить, что вот эти огромные сталагмиты и сталактиты растут 1 миллиметр в год? Так медленно! Я не могу поверить, что вот эту всю красоту сделала природа, потому что такое впечатление, что ко всему этому приложилась рука художника. Здесь настолько фантастические стены, что каждый раз, когда наводишь на них фонариком, разные ассоциации всплывают в голове. Например, вот это похоже на гигантский орган. А эти подводные сталагмиты напоминают большие шишки.
Или вот, словно сидит настоящий человек. Вау, а как это такое? Похоже на девицу, которая плачет. Но еще красивее пещера становится в полдень, когда свет снаружи попадает в нее под прямым углом. Вот засветило солнышко, и сразу же все заиграло по-другому. Эта пещера – это нечто. Это настолько сказочное место. Вот, знаете, говорят, чтобы быть счастливым, надо наслаждаться моментом. Вот я сейчас и стараюсь это сделать. На этих выходных с активностями мне повезло. Ногу напрягать не приходится. Главное, с лошади не упасть. По коням! Ну давай. Завершающая часть моего бюджетного тура по Пантаналу – это прогулка с местными ковбоями на лошадях. Зовите меня Пантанейра, так тут называют местных ковбоев, которые пасут и разводят коров уже 200 лет. Но больше всего я похож на ковбоя-самурая строительной компании. Лошади в Пантанале самый проходимый и надежный транспорт, потому что им даже болото по колено. Лошади помогают нам пасти скот, работают в полях и катают туристов. А как они передвигаются по болотам? Они замечательные пловцы и легко справляются даже с большой водой. Вы что, передвигаетесь на них даже когда Пантанал сильно затапливает? В сезон дождей вода здесь всюду поднимается на 1,5, а то и на 2 метра. Ни одна машина с таким не справится, а лошадь запросто. Более того, на лошади можно практически бесшумно добраться до удаленных мест, где обитает множество птиц. Особенность моего тура в том, что ковбой Алекс впереди, он еще и орнитолог, талантливый дядечка, и будет рассказывать мне про птиц, которых тут огромное множество. Осталось их найти. Но не тут-то было. Круто, что сезон дождей начался именно на мне. Как раз попрячутся все животные и птицы. Наснимаем вам мокроты. Если бы не дождь, я мог увидеть гиацинтового ару, оцелота, пуму, болотного оленя, гривистого волка, обезьян-ревунов, капуцинов. Но увидел шиш. Классно покатались. Антоха, не там ты птичек выглядываешь. Но ничего, беру это дело на себя. Второе мое чудо на сегодня – Buraca das Araras. Какая она гигантская, широченная, глубоченная дырка в земле! Buraca das Araras – одна из самых больших карстовых воронок в мире, глубиной 105, а в ширину порядка 300 метров. Говорят, что изначально здесь была подземная пещера, у которой просто обрушилась крыша. Но главная особенность этой впадины в том, что она стала домом для множества крылатых. Вот эти вот птицы, они так чирикают, это прям получается как музыка джунглей. А это что? Так, это была уже... Это была не птица, это какой-то птеродактиль. Здесь проживает более 150 видов птиц. Вопрос, что же делают птички вот в этой впадине? Они на самом деле здесь встречаются свой брачный сезон,
вот в этих маленьких всяких дырочках бьют свои гнезда и откладывают здесь яйца. Получается вот такая родильная многоэтажка. А самые примечательные жители здесь – редкие ара. Вот они, попугаи ара! Какие гигантские, какие красивые, такие колоритненькие, хочу. Мне просто эмоции переполняют. Посмотрите, прямо вот на ветке их целых три попугая ара гигантских размеров. Даже там еще и вон 4-5. Да они ростом с моего Антошку. А колоритные, как я. Но цвет и размер – это не единственные их прелести. Ара считаются одними из самых умных птиц на нашей планете. Они могут выучить до 20 слов. Это практически как я, только они еще умнее, потому что они умеют складывать слова в предложения. Умные птички. Класс. Привет, птички. Беру все. Даже в бразильской глуши можно найти сокровища. Это я про 100 долларов. Клад от орла и решки в этот раз спрятан в Бразилии. Езжайте по трассе МС-382, не доезжая до городка Бонита, в круговом кольце в дереве вас будет ждать бутылка со 100 баксами. Вы не хотите мне помочь? Побыв в Пантанале, можно понять, что если на пути много грязи, Ну фу! немерено дичи, А я обожаю всякую дичь. полно обвалов и неожиданностей, Это нечто. значит, путь этот верный, и чудо совсем близко. Я интересный, подберите меня. Глубоченная дырка в земле. Вижу, это капибара. Ягуар в дикой среде. Наконец-то мы поймали тварь, которая может нас убить. Обалдеть, это же кайманы! Классно покатались. Говорят, чтобы быть счастливым, надо наслаждаться моментом. Вот я сейчас и стараюсь это сделать. Пешеход! Какого каймана я тебя должна здесь забирать? Ты еще в эту грязь залез. Что ты тут вообще делал? Доходы ниже среднего. Ну ладно, рассказывай. Что ты тут делал? Кого видел? Я видел дождь. Точнее, не дождь, а то, что через несколько мгновений становится чудом света. Давай попроще, Вась, для тебя. О, спасибо. Вода с неба, кап, болото, чудо. Короче, ты никого не видел, да? Ну, слушай, я хочу тебе сказать, что тут на самом деле столько животных, и они такие чудесные. И надеюсь, на следующем чуде света тебе повезет. Мы отправляемся на землю индейцев. Помчали? Помчали, да? Помчали, как ягуар. Да, я, кстати, его видела. Да ладно. Ага, вот такой вот. Такой? С Да. капибару размерный? Ну, чуть побольше. Капибара. С капибару я размер.